Всем привет, друзья! Только что вернулась из магазина, купила все к рождественскому обеду или ужину. В этом году буду готовить его чуть позже. И кое-что еще купила к Новому году. Всего потратила я 290 рублей, чуть больше, 295. Так, вот чек из одного магазина 105,75. И из второго магазина... Так, сколько здесь? Вот окончательная сумма 190,72. Всего здесь было 305,17. И потом вот это все скидки. Давайте начнем с алкоголя. Здесь у меня всего много. Ну, как бы достаточно, да? Так, 5, 6, 7, 8 бутылок вина мы купили. И 3 бутылки виски. Вот виски, все это было на скидках. Виски купили на скидке, 2 бутылки положу, вдруг поедем домой. Вот, и 1 бутылку купила соседу нашему. И еще коробка конфет у меня для него. Он одинокий мужчина уже в возрасте, поэтому мы всегда его с Рождеством поздравляем, покупаем ему виски и что-нибудь еще, конфеты. В этот раз конфеты, иногда печенье бывает к чаю. Вот. И еще купила вот здесь сидр такой, сколько там, 4% алкоголя. Я его люблю, вот купила себе. Здесь у меня еще молоко, виноград и... Вот такое миндальное молоко для кофе. Ну, я его покупаю не для кофе, а для каши. На нем очень вкусно получается каша. Ну, раз уж я здесь, купили воду. Мандарины были 2 упаковки за 4 евро. Вот такие, они очень сладкие. Вот 2 бутылки купила молока. Чипсы, еще чипсы. Потому что будут дети в гостях. Вряд ли мы все это съедим за один раз. Ну, в смысле, на Рождество. Так что, скорее всего, останется еще и на Новый год. Так, что у меня здесь? Значит, это все рождественское. Здесь у меня овощи, капуста, помидоры немножечко. Это помидоры черри на закуску. Так, купила 2 упаковочки. Вот на удивление был хороший свежий лук. Купила лук. Ну, как бы не очень свежий, но достаточно хороший. Апельсины. Здесь у меня соки разные. Апельсиновый сок. Купила вот такой сок клюквенный для клюквенного соуса. И заморожу немножко. Это самое, сделаю кубики льда. Ну, это всегда пригодится. Я делала в прошлом году вот такие помидоры. Это вяленые в масле, но они у меня закончились. Купила баночку. Купили сыр, картошку запекать. Вот такие закусочки на всякий случай. Я их заморожу. Если пригодятся, то пригодятся. Если не пригодятся, то, значит, будут заморожены и пойдут на Новый год. Ну, вот здесь у меня там еще соки лежат разные. Друзья, купила... Там сок манго с яблоком, еще какой-то. И купила вот такую копченого лосося. Это будет на закуску, на Рождество. Традиционная закуска из лосося с мягким сыром. На крекерах можно подать, можно сделать типа паштета. В общем, еще не решила, что буду готовить, но, в общем, вот. И апельсины свежие для детей. Дети просят фрукты. Брокколи. Даже только сейчас заметила, что 50% офф была скидка. Ну, брокколи это тоже на рождественский ужин. Значит, на рождественский ужин, я говорю ужин, потому что буду готовить, наверное, где-то в 4:30, в 5, чтобы все у меня готово было, потому что у нас каждый год бывает одно и то же. Мы просыпаемся поздно, дети завтракают поздно, а потом никто не голодный, когда... Значит, наступает время обеда, все сидят, смотрят на продукты, и никто не хочет есть. Поэтому в этом году решила сделать попозже. Вот она, моя индюшка, 6 килограмм. Были больше, были меньше. Я взяла вот такую. Нужно будет посмотреть, сколько ее готовить. Обычно на ней бывает написано. Я сегодня ночью работаю, значит, индейка пойдет у меня в холодильник. Завтра утром католический сочельник, я ее замочу
И потом вечером замариную и буду готовить ее уже в Рождество утром. Рецепт у меня есть, друзья, как я готовлю индейку. Посмотрите обязательно. Так, здесь у меня, значит, морковка. И морковка у меня есть еще 1 килограмм, поэтому я взяла всего 1. И вот такой пастернак. Это все будет запекаться. Купила я очень много брюссельской капусты. Во-первых, у меня дочка ее любит. Но вот это я купила сначала. Она очень мелкая, но я все равно взяла. Думаю, ну что не бывает, вдруг не будет в другом магазине. Пастернак взяла тоже 2 упаковки. Вот видите, да? То есть мелко порежу. Ну, не мелко, порежу такими, знаете, полосочками. Вот. И запеку морковку и пастернак вместе. Так, тут у меня еще есть мандарины и апельсины. И вот такие стебли сельдерея. Вот. Это для стаффинга, для того, что начиняют индейку. Начинять я индейку не буду, но сделаю отдельно. Тоже есть рецепты, друзья, посмотрите обязательно. И здесь вот у меня еще апельсины, мандарины, и там еще немножко есть брюссельской капусты. Это все пойдет прям вот так в сумке в гараж. Завтра я прям сумки занесу и буду готовить заранее. Тоже есть у меня видео, друзья, как я делаю без стресса. Я все готовлю заранее, раскладываю в такие контейнеры из фольги, накрываю, ставлю в холодильник. Утром мне остается только поставить все это в духовку. Купила специальную фольгу для индейки. Она более прочная и более широкая, чем обычная фольга. Так, здесь у меня яблочки и еще вот такие готовые закуски. Я, кстати, уже готовила. Видео вот-вот будет. Может, уже есть, пока я выпущу это. Закуски очень удобные, друзья. Это вот сосиски в тесте. Я их немножечко, знаете, во время готовки чуть-чуть добавляю различные соусы. Получается очень вкусно. Ну, вкуснее, чем, конечно, магазинные. Купила шалфей тоже вот для стаффинга, для того, чем начиняют индейку. У меня растет шалфей, но он, к сожалению, в это время года уже весь завял. Ну, здесь у меня оливки и острые перцы халапино. Они просто дешевые. Я каждый раз захожу, баночку беру на всякий случай. Купила такой коричневый хлеб на соде. Он традиционно поддается вот к этой рыбе, копченому лососю. Ну, яблоки купила зеленые. Дочка любит вот именно такие твердые зеленые. Девочки, здесь у меня кока-кола. Она для готовки идет. Я купила 4 бутылки вот таких. В ней мы готовим такой копченый бекон. Очень получается вкусно. Дочка у меня готовит это. У меня все всегда просят такой рецепт. И все просят приготовить, мои друзья. Поэтому я вот купила 55 центов. Бутылка всего стоит. Ну, мы вот эту не пьем. Просто для готовки купила. Купила полотенца кухонные. Так, вот здесь у меня кока-кола для питья. Детям тоже не часто покупаем. Но в праздники, конечно, покупаем. Ну, что я буду врать вам. Это фарш из индейки. Вот эту вот мелкую брюссельскую капусту мы с вами приготовим вместе с фаршем. Шикарный рецепт. Тут, если у вас остается, например, брюссельская капуста, да, или вы просто любите, но не знаете, как приготовить, или если у вас дети не любят брюссельскую капусту, будет рецепт очень-очень классный. Купила сыр. Это тоже сыр, вот пойдет, значит, крекеры или хлеб с сыром и с копченой семгой. Вот, шампунь себе купила. Так, здесь у меня немножко фруктов. Купила виноград, киви и сливы для разнообразия. И вот уже в другой магазин, когда зашла, там нашла вот такие вот покрупнее брюссельскую капусту. Вот я ее и приготовлю. Потому что, знаете, вот эта вот мелочь, да, ее пока почистишь, там практически ничего не остается. Вот, ну, с ней все равно придется мудохаться. Так, это у меня остатки. Видите, грустные апельсинчики. Они пойдут на джем. Сыр купили вот такой. Значит, он был 2 за 3. Евро 50. Один вот такой кусок сыра. И покупаешь 2, третий получался бесплатно. Вот мы взяли, мы все его очень любим, поэтому взяла. Чипсы я уже вам показывала, апельсины показывала. Ну все, вот все, что я купила, это все
Это была бесплатно, у нас живет. Это тоже бесплатная у нас живет. Мия. Вот она красавица. Аби. Аби практически ничего не слышит, друзья. Она вообще ничего не слышит. То раньше ее позовешь по имени, она тут же ушки на макушке. Все, не слышит. Аби. Аби, видите. Ну вот, друзья, вот они все мои покупки. Как я уже сказала, это на Рождество, ну и кое-что останется на Новый год. Это я хлеб пекла. Вот мои салфеточки тут остались. Ну все, всем пока, всех с наступающими праздниками. Пошла раскладывать все по местам.